Здравствуйте! Вас приветствует команда Смартали и я, Янина Чучишвили. Совсем недавно нам написали на наш email СМИ Москвы. Они задали нам несколько вопросов, попросили составить нам статью, написать по недвижимости Турции. Естественно, по всей Турции мы отписываться не стали, а стали именно прогноз написали именно нашей Анталии. Итак, у них 5 вопросов. На эти 5 вопросов я попытаюсь вам очень быстро дать ответы. Первый вопрос. Что предлагает рынок Турции для покупки некоммерческого жилья и как выгоднее это сделать, к кому обратиться? Естественно, что Турция предлагает как первичное, так и вторичное жилье. 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, какие-то дома, постройки. Либо это будет вилла, либо вы приобретаете землю и строите свой дом. К кому обращаться? Вы можете обращаться как к риэлторам, как к строительной фирме. Но желательно, когда вы обращаетесь к риэлторам, просите у них полностью весь список, пакет документов, которые предоставляют разрешение на сделку, на то, чтобы проводить сделку. Это очень обязательно и очень важно, потому что сейчас риэлторов, скажем так, развелось очень много, которые не аттестованы и не имеют права заниматься этой деятельностью. Второй вопрос. Для чего же можно купить недвижимость, как ее использовать, какие ежегодные затраты ждут? Может ли владелец получить что-то от государства, купив объект? Итак, для чего можно купить недвижимость? Недвижимость вы можете приобрести для постоянного проживания в стране Турция, либо как мы проживаем в городе Анталия. Здесь море, свежие фрукты 12 месяцев в году, свежее мясо. Здесь воздух просто великолепный. Все, у кого есть астма либо бронхит, здесь действительно от этой влажности, от этого воздуха проходят. Итак, вы можете приобрести для своего жилья, вы можете приобрести для сдачи в аренду. К сожалению, пока еще законодательство Турции не отменило краткосрочную аренду, поэтому вы можете сдать квартиру арендаторам только на год. Хотя сейчас цены очень сильно повысились, я думаю, что это тоже рентабельно. Дальше вопрос, какие ежегодные затраты ждут тех, кто приобретает недвижимость. В каждом комплексе, либо отдельно стоящем доме существует айдат. Айдат – это коммунальная услуга, которая устанавливается именно комплексом, собственниками данного дома. Вы прописываете, допустим, это 100 лир. 100 лир вы обязаны оплачивать ежемесячно. Если в комплексе имеется охрана, бассейн, подземная парковка, это входит все в эту стоимость. Есть комплексы, которые с хамамом, с сауной, с фитнесом, совсем. Все это входит в стоимость айдата. Здесь айдаты где-то примерно, если в комплексе есть бассейн, от 100 лир и выше доходит даже до 600 и до 1000 лир. Все зависит от инфраструктуры самого комплекса. Может ли владелец получить что-то от государства, купив объект? Единственное, что вы можете приобрести от государства, это турецкое гражданство. И то, если вы по оценочной стоимости эксперта приобретаете данную недвижимость, либо несколько недвижимостей на 250 тысяч долларов. В таком случае вы от 2 месяцев до 4 месяцев сможете получить, вернее до 6 месяцев сможете получить турецкое гражданство, если у вас есть такая необходимость. Третий вопрос. Какой разброс цен и что влияет на стоимость помимо метража? На стоимость влияет очень много факторов. Удаленность от моря, либо приближенность к морю. Дальше, насколько развита инфраструктура комплекса, либо инфраструктура района, насколько развита. Находится ли рядышком школа, находится ли рядышком остановка. Очень много чего влияет на стоимость метра квадратного. Особенно дороже метр квадратный, если это очень близко к морю. В комплексе имеется охрана 24 часа, 12 месяцев в году. Имеется КПГ, это тот человек, который смотрит за чистотой и порядком вашего бассейна и комплекса. Есть ли в этом комплексе хамам, сауна, фитнес, тренажерный зал, либо генератор и все остальное. Очень много чего влияет на цены. Цены разброс очень большой. Есть районы, которые стоят, допустим, квартира 1+1 от 100 тысяч лир и выше. Есть районы, как вот наш, у нас 1+1, все, конечно, тоже зависит от удаленности от моря. Самая удаленная квартира 1+1, небольшая по метражу, примерно 40-45 метров квадратных, будет стоить около 180-200 тысяч лир. Четвертый вопрос. О спросе на недвижимость, темпах строительства новых объектов, каков спрос? Что больше покупают, первичку или вторичку? Плюсы и минусы. Вы знаете, покупают
очень много вторички, потому что люди уже не доверяют первичке. Хотя, в принципе, первичное жилье очень хорошо сейчас строится. Тем более проводится природный газ. К нам в Анталию пришел природный газ, его проводят в квартиру. Вы можете покупать как первичку, так и вторичку. Вторичку, естественно, люди покупают только потому, что очень многие квартиры продаются с мебелью. Это уже минус расход приличный. Плюс к этому дом дает усадку, и вы видите, какие минусы в доме. А еще самое главное, что в доме есть соседи, и вы знаете, с кем и как вы будете проживать. Темпы строительства в Турции, конечно, очень быстрые. Здесь, если построить один блок, то примерно 8-10 месяцев они строят отдельно стоящий дом. Если это комплекс, допустим, 2 блока, то это где-то 1,5 года. Но здесь еще также существует покупка, приобретение недвижимости на стадии застройки. Вы можете утворить котлован, и можно приобретать себе недвижимость. Конечно, цены не намного будут дешевле, чем уже готовая квартира. Я бы советовала лучше покупать готовую недвижимость. Итак, дальше. Что нужно знать перед и как подготовиться к покупке недвижимости? Что нужно знать? Обязательно нужно собрать документы. Если вы собираетесь сюда переезжать, вам обязательно нужно на всех свидетельствах о рождении, свидетельства о браке, нужно на всем ставить обязательно апостиль. Плюс вам нужен загранпаспорт и, естественно, деньги. Больше вам как бы ничего не нужно будет. Сколько раз нужно посетить страну и как выбрать объект? Страну вы можете посетить и один раз. Если вам здесь действительно понравилось, то вы можете действительно приобрести с первого раза недвижимость. Ну а вообще, как бы мы всегда советуем вам приезжать, пожить немножко, хотя бы 2-3 месяца, посмотреть, что такое турки, кто они такие, что они себя представляют, менталитет, какое здесь проживание и все остальное. А мы ждем вас на Средиземном побережье Анталии.